Что скрывает за собой 15-дневное царствование Марфы Собакиной, третьей жены Ивана Грозного? Этот вопрос, казалось бы, давно должен быть разрешен историками, но до сих пор окружен тайной сплетением фактов и домыслов, оживающих в пьесах, операх и культовых фильмах. Мы привыкли видеть ее образ яркий, жизнерадостный, как комедии Гайдая. Но насколько он соответствует действительности? Была ли скромная дворянка Марфа жертвой коварных придворных интриг? Или же ее судьба была предрешена еще до того, как она стала царицей? Мы кропотливо собирали по крупицам информацию из разрозненных исторических источников, анализируя летописи, сравнивая художественные образы с археологическими находками. Что удалось нам узнать? Почему брак, казавшийся столь многообещающим, распался всего за 2 недели? Какую роль сыграл в этой истории Малюта Скуратов? И что на самом деле показало вскрытие гробницы царицы Марфы? В этом выпуске вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы. Мы пройдем весь путь от масштабного осмотра невест 2000 девушек, собранных со всей Руси, до трагического конца юной царицы. Вы узнаете о невероятных методах отбора невест, о жестоких последствиях придворных интриг и о том, каким был настоящий образ Марфы Собакиной. Информации о третьей жене Ивана Грозного критически мало. Тем не менее, ее образ знаком даже тем, кто не интересуется историей. В XIX веке публика ее знала в первую очередь как главную героиню знаменитой пьесы Льва Мэя «Царская невеста». Несмотря на то, что созданный в этой книге художественный образ мало соответствовал исторической действительности, он очень полюбился читателям. Полвека спустя по этой пьесе композитор Николай Римский-Корсаков сочинил одноименную оперу. Ее премьера состоялась в октябре 1899 года на сцене частной русской оперы и была горячо принята публикой. Роль Марфы Васильевны блистательно исполнила Надежда Забелла, легендарная певица-сопрано, жена и муза художника Михаила Врубеля. А спустя почти 40 лет, в 1936 году, Михаил Булгаков написал пьесу «Иван Васильевич». К сожалению, это гениальное произведение почти 30 лет было под запретом. Почему запретили? Да все просто. В булгаковских произведениях была острая сатира, выставляющая в ненужном свете революционные преобразования и новый общественный строй, что и вызвало шквал критики со стороны властьпридержащих. В самой пьесе не было никаких нападок на существующие устои, ничего предусудительного или опасного. Вся причина была в фамилии ее автора. «С моей фамилией не пропустят, даже если пьеса будет хорошей», – говорил Булгаков. И он был прав. Только в 1965 году пьесу разрешили к публикации. Как раз эта пьеса и вдохновила режиссера Леонида Гайдая на создание фильма, который стал одним из самых популярных в истории советского кинематографа. Яркий и запоминающийся образ царицы в этой комедии создала талантливая актриса Нина Константиновна Маслова. Ну а что же осталось в истории? В 1571 году 41-летний царь решил выбрать себе новую жену. Он уже почти 2 года был вдовцом, хотя сдержанностью и в этот период не отличался. Предыдущий его брак был заключен не по любви, а по политическим соображениям. Его вторая жена была дочерью кабардинского князя, который был выгодным союзником. Мазуринский летописец передает нам слова Иоанна Васильевича, сказанные им перед собором святителей. «Подождав немало времени после смерти Марии Темрюковны, захотел я вступить в третий брак. С одной стороны для нужды телесной, с другой для детей, совершенного возраста не достигших, поэтому уйти в монахи не мог, а без супружества в мире жить соблазнительно. Избрал я себе невесту Марфу, дочь Василия Собакина». В этот раз при выборе невесты Иван IV руководствовался нехитрыми принципами. Его новая супруга должна была быть молодой, красивой и здоровой. По его указу были тщательно осмотрены около 2000 дворянских девушек. Из них отобрали 24 наиболее достойных кандидатуры. На следующем этапе претенденток осталось уже 12.
В финале этого своеобразного конкурса красоты дюжину кандидаток обнажили и осматривали в присутствии врачей. Жившие в то время в России иностранцы Таубе и Крузе оставили в своих воспоминаниях заметки об этой удивительной процедуре. С их слов, врач даже рассматривал мочу кандидаток в жены царю, чтобы убедиться в том, что они действительно здоровы. В особенности не могу я обойти молчанием и не сообщить о теперешней варварской, языческой и турецкой привычке великого князя, о том, как и каким образом в 1571 году он женился вместе со своим старшим сыном. Сначала в 70 году послал он нескольких лиц во все края, где только не простиралась его обширная страна, осмотреть всех девушек, молодых и старых, высшего и низшего сословия, заметить и описать их имена, рост и наружность, чтобы не могло быть никакого подмена и обмана, и велел всех их в количестве 2000 привести в Александровскую слободу. Вы только представьте, 2000 красавиц со всей страны были собраны в Александровской слободе. И жили они там не день и не два, а месяцами, а кто-то провел и год. Дело в том, что каждую девицу царь осматривал лично и отдельно. Да это и логично, как в такой-то толпе поймешь, какая по сердцу будет. Есть несколько версий того, как царь, собственно, проводил сам смотр. По одной каждую девицу наряжали и приводили в царские палаты. Через некоторое время входил царь с парой приближенных. Ведя между собой беседу, они как бы не замечали барышню. По крайней мере, делали вид. Если девица понравилась, то государь решался на беседу с претенденткой. По другой же версии, царь проводил осмотр, проходя сам по разным комнатам, где было несколько девиц. Основана эта версия на словах польского дипломата Гейденштейна, который рассказывает, что изо всей России собираемые царские невесты живут обыкновенно в одном большом доме, что в каждой комнате стоит 12 кроватей и трон, что царь, провождаемый только одним старцем, входя в комнату, садится на трон, что невесты одна за другой становятся перед ним на колени и, бросив к его ногам платок, златотканный жемчугом, удаляются. Но здесь нужно учесть, что хоть он и современник событий, но лично в этих событиях не участвовал. То есть писал, основываясь на донесениях других людей и слухах. Вполне может быть, что оба варианта верны, и Иван Васильевич вначале осматривал группы, а после уже тех, кто ему приглянулся. Приглашал на личную беседу, и там уже, грубо говоря, решал. Так и выбрал себе в жены Марфу Собакину. А тех, кто не понравился, отсылал. Но, конечно, не с пустыми руками. А могли и другого жениха девушке подобрать, пониже рангом. К примеру, на том же смотре нашли невесту сыну царя Ивану. Его избранницей стала Евдокия Сабурова из Пскова. Есть, конечно, и совершенно безобразные высказывания того же иностранца Крузе о том, что пользовал их царь для дел телесных. Но это дурость. Конечно, были среди девушек и худородные, но все же не холопки. Да и не по-христиански это. А вот то, что у многих девушек могли быть женихи и до смотра, претенденты на руку и сердце, вполне вероятно. Есть даже роман середины XIX века Василия Федоровича Потапова «Марфа Васильевна», в котором рассказывается о том, как названная сестра Марфы, Наталья, влюбилась в сына ладожского наместника Ивана. И из-за этого смотра невест в их жизни развернулась настоящая трагедия. Сами понимаете, что если не у каждой, то у некоторых точно были женихи на примете до этого смотра. Но, как говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Роман все-таки советую прочитать. Сама же эта традиция, вероятнее всего, пришла на Русь из Византии. Именно там еще в VIII веке начали проводить подобные смотры. Кстати, что еще примечательно, при выборе невесты во Втором Риме обращали внимание на размер ноги, что, как считают, некоторые и породило в будущем сказку о Золушке, написанную Шарлем Перро, а точнее переписанную им со сказки из сборника «Пентамерон» 1634 года. Хотя автор этого сборника, неаполитанец Джамбаттиста Базилия, подобно нашему Афанасьеву, просто собирал народный фольклор в один сборник. А вот
Первоистоком, как считается, была древнегреческая сказка, записанная Страбоном аж в VI веке до нашей эры. Причем события там происходят в Египте. Называется она «История про Родопис». Рассказывается там не о невинной, измученной девочке, а о греческой куртизанке. Собственно, вот и сама сказка. Они, египтяне, рассказывают невероятную историю о том, что во время купания орел похитил одну из сандалий Родопис у служанки и принес в Мемфис. В то время, когда царь производил там суд на открытом воздухе, орел, паря над его головой, бросил сандалию ему на колени. Царь же, изумленный как прекрасной формой сандалии, так и странным происшествием, послал людей во все стороны на поиски женщины, которая носила эту сандалию. Когда ее нашли в городе Навкаратисе и привезли в Мемфис, она стала женой царя. После кончины царица была удостоена погребения в гробнице. Так что, на мой взгляд, утверждать о связи смотра невест и происхождения сказки о Золушке нельзя. Я надеюсь, вы простите мне этот небольшой экскурс в историю о Золушке. Просто захотелось поделиться с вами этой небольшой историей. Что же касается смотра невест на Руси, этот обычай вновь возродился по совету греков-византийцев из окружения великой княгини Софьи Палеолог, а точнее ее великокняжеского печатника Юрия Траханиота, поскольку сама Софья на тот момент уже скончалась. На самом деле этот смотр, конечно, был не так прост. Девушек в реальности отбирали не только по внешности, но и по роду. Рассматривали всех родственников, их брачные узы, старались подобрать тех, кто был не связан с различными придворными группировками. Часто девушек могли оклеветать, отравить, даже не смертельно, а так, чтобы ей плохо стало, а после указать, что, мол, слаба здоровьем. Так зачем же изначально на Руси понадобилось устраивать этот смотр невест? В чем главная причина? Да потому что сыну Ивана III Московского и Софии Василию никак не удавалось найти себе невесту среди равных, то есть царей, императоров, ну или королей, правителей в общем. Основной причиной, конечно же, была православная вера, которая, кстати, не помешала Ярославу Мудрому выдать замуж своих дочерей за иностранцев. Но это, конечно, было до разделения христианства в 1054 году. Кстати, удивительно, что раскол произошел после смерти великого князя. Может, это не просто совпадение? Кто знает. Ну так вот, родниться с нами никто не хотел. Наши, вопреки распространенному мнению, были не против и пытались не единожды. Тот же Грозный и к Екатерине Ягеллонке сватался, сестре польского короля, и к Елизавете Английской. Ну а отменил эти смотры невест Петр I. Всего же на Руси было около 14 подобных сборов. Ну да ладно, об этом как-нибудь в следующий раз поговорим. А пока вернемся к Марфе. Да, кстати. Той, что будет выбрано, царь дарил платок и кольцо. Это у нас. А в Византии надкусанное яблоко, как символ грехопадения и приобщения к тайному знанию. Когда Марфу выбрали в царские невесты, произошло много интересного. После отбора ее торжественно отвели в специальные царские покои, где она должна была жить до свадьбы. Там за ней присматривали верные и богобоязненные женщины, дворовые боярыни и постельницы. Среди них были близкие родственницы избранной невесты. Скорее всего, это была мать, ну или тетки. Когда невесту привели в царские терема, то провели особый обряд царственного освящения. На нее возложили царский девичий венец. Могли, кстати, девушке дать и новое имя перед тем, как нарекать царевной. Но с Марфой этого не произошло. После этого дворовые люди, все, кто как бы ей прислуживал в тереме, целовали крест новой государыни. Ну а после рассылались грамоты по церквям и монастырям, письма с приказом молиться о ее здоровье. Это означало, что ее имя нужно было упоминать в молитвах, ектениях, а вместе с именем царя. С этого момента личность невесты царя приобретала особое значение и выделялась среди всех подданных, и даже среди своей семьи. Даже отец не мог называть ее своей дочерью, а родственники – своей сестрой. Но такие отношения существовали только в теории, в воображении. На самом же деле родственники царицы, хотя и не могли назвать ее своей сестрой,
все равно оставались близкими людьми к царю и быстро получали большую власть. Часто именно они управляли государством, решая важные вопросы. В прошлом управление государством было построено на системе, где родственные связи играли наиважнейшую роль. Считалось, что родня всегда должна иметь преимущество перед другими людьми, будь то в царской семье или в правительстве. Это было связано с тем, что в те времена люди считали себя частью своего рода, и все успехи и неудачи рода воспринимали как свои собственные. Отдельная личность не мыслилась обособленно от своего рода. Люди считали себя частью большого целого и не могли понять, как могут быть разные интересы и выгоды внутри рода. Если кто-то из рода достигал успеха, то считалось естественным, что и остальные члены рода должны быть успешными. А род, в свою очередь, считал своим правом ожидать и требовать для себя всех выгод, которые достигал его член. И такой порядок был характерен для всех общественных связей и властных отношений того времени. То есть, главным отличием людей, живущих в те далекие времена, от нас с вами было отсутствие индивидуализма, который стал расцветать после Петровского времени. А в советское время его вновь попытались искоренить, хоть и на основе искусственно созданных связей, не родовых, не семейных. В общем, я думаю, всем ясно, что осознание того, что родня новой царицы будет привлечена к управлению страной, вызывало во дворце много зависти и неприязни. Все, кто был близок к царю и занимал важные должности, опасались за свои места. Они строили козни и плели интриги, чтобы повлиять на царский выбор. Поэтому такие события редко проходили без каких-либо последствий для царской семьи. Будущая царица, вступая во дворец, не могла и предположить, что ее судьба висит на волоске, а ее личность станет игрушкой в руках коварных и своекорыстных людей. Те, кто так раболепно служил ей во дворце, кто так заискивал ее расположение, кто кланялся ей в ноги, как новоиспеченной царицей, могли оказаться ее первыми и, пожалуй, единственными врагами. Эти люди были близки к ее будущему супругу, любимы им и, казалось, искренне желали его счастья, а значит, и счастья его избранницы. Но втайне они часто вынашивали свои коварные планы. Ведь каждый из них жаждал возвышения именно своего рода. И тут возникает вопрос. Как же так получилось, что худородный род Собакиных вдруг сумел пробиться к заветной вершине, которой жаждали все? Неужто и за ними кто-то стоял? Историки теряются в догадках, но одно из наиболее вероятных предположений – это то, что она могла быть как-то связана с Малютой Скуратовым. Она была его ставленницей и, возможно, родственницей. Скуратов был одним из наиболее приближенных к царю людей и главным руководителем опричнины. Вероятно, у него были планы еще больше упрочить свое положение, а легче всего это было сделать, влияя на царя через его новую супругу. На царской свадьбе дружками жениха, то есть его представителями, были Скуратов и Годунов. В качестве свах выступала жена и дочь Малюты. Многие историки полагают, что именно Скуратов лоббировал Марфу в качестве новой жены царя. Свадьба была пышной и многолюдной. Праздничная церемония проходила не в Москве, а в столь любимой царем Александровской Слободе. Почему в Слободе? Во-первых, там самому Грозному нравилось. Ну а во-вторых, Москва сильно пострадала от набега крымского хана. Для празднования из Новгорода были выписаны скоморохи и ручные медведи. Угощения и напитки лились рекой. Веселье омрачило лишь одно. Еще летом, сразу же после обручения, невеста стала болеть. Это кажется странным, учитывая, какой строгий отбор проходили претендентки. Он включал и неоднократные медицинские осмотры. После официального заключения брака Марфа стала буквально чахнуть на глазах. Ее жизнь с царем продлилась всего 15 дней. 13 ноября 1571 года третья жена Ивана Васильевича скончалась. Было подозрение, что в царской семье кто-то навел порчу. Речь идет о родственниках прежних цариц,
Анастасии Романовой и Марии Темрюковны. Началось расследование и были казни. По мнению историка Николая Карамзина, это было время, когда свершилось много убийств. В это время, среди прочих, был казнен князь Михаил Темрюкович Черкасский, брат царицы Марии. Столь ранний уход супруги царь воспринял как заговор против себя. В итоге Иван Васильевич решил, что его жену отравили, а учитывая судьбу прошлых жен, основания у него для этого, конечно, были. Он стал наказывать даже тех, кто к этому, вероятно, не мог быть и причастен. По слухам, в ходе расследования казнили аж 20 человек, а 3 двоюродных братьев Марфы обвинили в чародействе и тоже казнили. Отец Марфы, Василий Большой Собакин, был насильно пострижен в монахи. Хотя всем было очевидно, что ее смерть им просто невыгодна, поскольку, как я уже говорил, весь род выиграл от этой свадьбы. Хотя они могли ее отравить по своей глупости, каким-нибудь настоем для плодовитости. Об этом, кстати, пишет посол Священной Римской империи Даниил Принц из Бухова в своем труде «Начало и возвышение Московии». В 3-й раз он сочетался браком с одной боярыней, которая вскоре умерла, выпившая какое-то питье, пересланное ей матерью через придворного. Этим питьем она, может быть, хотела приобрести себе плодородие. За это и мать, и придворного он казнил. Зачитаю вам оригинальный отрывок из соборного определения 29 апреля 1572 года, в котором Иван Грозный просил у церковного собора разрешить ему вступить в 4-й брак. И там рассказывает об участи своей 3-й жены Марфы. «Ненавидя добра враг, воздвижи ближних многих людей враждовать и на царицу Марфу, еще в девицах сущу, то, чье имя царское возложено на нее, и так и отраву злую учениша. Благоверный же царь, великий князь, положа на Божие всещедрое существо упование, либо исцелеет, поя за себя девицу Марфу, и только была за ним 2 недели, и приставися. И понеже девство не разрешил 3-го брака, царь великий князь о таковых много оскорбися, и хотя облещися во иноческое». Но есть еще одна версия событий. Якобы на смотре царю поначалу приглянулась вовсе не Марфа, а Зиновья, сестра Булата Арцебашева, начальника отряда стрельцов. Зиновья Арцебашева якобы была девица тихая и скромная и попала в поле зрения Ивана Грозного. Когда царь захотел увидеть ее, она покраснела и потеряла сознание. Ее почти раздели, но она так и осталась в полубессознательном состоянии. Ивану Васильевичу очень понравились ее изгибы телосложения, и он был поражен ее стыдливостью. Он предложил ей прийти в себя и отдохнуть, а завтра он снова захочет с ней поговорить. А вот после этого девушка, по одной версии, была отдана на поругание стрельцам по приказу Малюты Скуратова и пропала, а брата убили. В частности, это мнение профессора Скрынникова. Поставив цель, Малюта, как всегда, шел к ней напролом, не стесняя себя в средствах. Будучи верховным шефом смотрин, Скуратов безжалостно убирал с пути всех, кто мешал осуществлению его планов. Когда опричный маршалк и ясельничий Булат Арцебашев попытался сосватать Ивану IV сестру, его убили, а сестру отдали стрельцам на поругание. По другой же версии, девушку нашли пьяной и спящей под какой-то лестницей с порванными юбками в крови. И с позором выгнали. И в этом случае брат был жив и вполне мог отомстить за честь своей поруганной сестры, отравив Марфу Собакину. К сожалению, документы по этому расследованию и другим важным делам времен Ивана Грозного до нас не дошли. Поэтому-то мы и не можем точно сказать, что именно произошло и кто был виноват. А многие из этих версий были взяты из художественной литературы, что, конечно же, является фантазией. Была ли это Зиновья, приглянулась ли она царю? Скорее всего, это взято из какого-то романа и гуляет в интернете. Но не сказать об этом я просто не мог, чтобы вы знали, так сказать. В 1990 году ученые провели специальную экспертизу, чтобы выяснить, чем могла быть отравлена Марфа. Они искали следы мышьяка или ртути, но ничего такого не нашли. Однако существует вероятность, что яд мог быть растительным. К примеру, ягоды или грибы,
Те же мухоморы, поганки или сморчки. Достаточно съесть всего 6-10 шляпок, и через пару дней человека не станет. Причем они могут быть жареными или вареными. Так что будьте крайне осторожны при сборе и приготовлении грибов. Если не уверены, не берите. Береженного Бог бережет. Причем эти яды крайне сложно обнаружить. И если морфу травили в несколько приемов, то симптомы могли походить на болезнь и из-за небольших доз не вызывать летального исхода до поры до времени. Так что, скорее всего, поначалу ее никто не хотел убивать, а просто желали опорочить в глазах царя. Мол, зачем тебе такая больная жена? Возьми лучше другую, а какую мы тебе подскажем. Либо же просто не могли дать достаточного количества по какой-то причине. Доступа не было или мешал кто-то бдительный. Но как это ни прискорбно, все же девушка скончалась. Царицу Марфу Васильевну упокоили в Москве, в величественном Кремлевском Вознесенском соборе. Это место стало последним пристанищем для женщин из царской семьи. В марте 1918 года большевики переехали в Москву и заняли Кремль. Вознесенский монастырь закрыли. А в апреле 1929 года комендант Кремля Рудольф Августович Петерсон решил снести Чудов и Вознесенские монастыри, чтобы построить что-то новое. Тогда сотрудники оружейной палаты перенесли останки русских великих княгинь и цариц в подземную палату у Архангельского собора Кремля. Там они хранятся до сих пор. Кстати, по одной легенде, когда впервые открыли гроб, увидели нетронутое тело и красивое лицо Марфы. Но доктор исторических наук Татьяна Дмитриевна Панова, которая заведует археологическим отделом музея-заповедники Московский Кремль, уверяет, что это миф. Также совсем недавно, 31 октября 2024 года, на заседании общества «Старая Москва» Татьяна Дмитриевна озвучила новые для меня факты о том, что в теле царицы Марфы была обнаружена глубокая сквозная рана, около 2,5 см в районе нижней части грудины. Первое, что приходит на ум многим, что Грозный сам убил девушку в порыве гнева. Но это, по моему личному мнению, то, что нам и пытается навязать искаженный стереотип о царе-тиране. Лично я предполагаю, что она не была связана со смертью Марфы, поскольку подобная рана, хоть и не столь глубокая, была обнаружена и в теле второй жены Ивана Грозного, Марьи Темрюковны. На мой взгляд, ее нанесли посмертно, а возможно колом, опасаясь того, что смерть Марфы была насильственной, а согласно древнерусским поверьям, невинно убиенные могли стать нечистью. Так, кстати, поступали и с теми, кого подозревали в колдовстве, или с теми, кто стал его жертвой. Ну а учитывая, что братьев Марьи казнили за чародейство, эта версия вполне вероятна. Сомневаюсь, что это сотворил сам царь. Скорее всего, он и не знал об этом. Наверняка сделал это кто-то из, суеверных слуг, так сказать, на всякий случай. Итак, с историей вроде бы разобрались. Но, как мы знаем, любая история рано или поздно переходит в разряд искусства. Так что вновь вернемся к комедии Гайдая, где царица в исполнении Нины Масловой предстает перед зрителем женщиной яркой, улыбчивой и энергичной. В реальности на момент брака Марфа Васильевна уже несколько месяцев тяжело болела. Интересно, что царь впоследствии будет утверждать, что по причине ее болезни он даже не имел с ней интимных отношений. В этом он поклялся духовенству, когда просил разрешения на свой 4-й брак. Единственное, в чем совпадает экранный образ с реальным, это то, что Марфа Васильевна, несомненно, была красивой женщиной. Об этом говорит не только тот факт, что она стала победительницей конкурса невест, но и археологические исследования. До наших дней чудом сохранился череп Марфы Собакиной. В 2003 году ведущий эксперт по пластической реконструкции скульптурных портретов Сергей Никитин восстановил ее облик, используя для этого методику знаменитого антрополога Михаила Герасимова. Сергей Никитин создал скульптурные портреты по черепам, следуя методике Российской школы антропологической реконструкции. Процесс включает несколько шагов. Сначала делаются снимки черепа с разных ракурсов. По этим снимкам проводятся расчеты,
Определив, как должны лежать мягкие ткани, наносится специальный пластилин для лепки. Для определения формы глаз под краешек лобной кости заводится специальное металлическое кольцо. Найдя положение, в котором кольцо прочно упирается в кость, мастер определяет границы глаза. Это и есть его форма. Сегодня, благодаря технологиям, процесс упростился. Снимки оцифровывают, а в компьютере создаются основные линии. Рассчитывается расположение ушных раковин, надбровных дуг, уровня глаз и линий смыкания губ. Затем с помощью программы «Фоторобот» создается портрет. Но в любом случае это долгая и очень кропотливая работа, требующая большого труда и терпения. В результате работы Никитина Марфа Васильевна Собакина действительно оказалась молодой и красивой женщиной с правильными чертами лица. Согласно данным археологов, рост царицы был 155 сантиметров. Девушка на момент смерти, предположительно, была 17-летнего возраста. Очень жаль, что она прожила так мало. Вероятно, все же став жертвой придворных интриг. Кстати, ее реконструкцию часто путают с другими работами Никитина, к примеру, Софьей Палеолог. Скорее всего, из-за похожей обработки и золотого цвета образа. Марфа Собакина была царицей всего 15 дней, но этого хватило, чтобы ее образ остался в нашей истории, во многом благодаря выдающимся талантам русской культуры – Булгакову, Римскому-Корсакову, Леониду Гайдаю. Образ Грозного пострадал от смерти Марфы, поскольку вынудил его просить разрешения на заключение 4-го брака. Дело в том, что по закону Стоглава 1551 года на Руси законными считались для одного лица только 3 брака. При этом венчание было допустимо лишь для 1-го брака, а 2-й и 3-й только благословлялись. Поэтому после смерти Марфы Иван Грозный добивался, чтобы брак объявили недействительным. И добился этого, поскольку, как я уже упоминал, они так и не провели с Собакиной брачную ночь. Из-за бесконечных интриг при дворе страдали близкие царя. А царю, как и любому мужчине, хотелось жить полной жизнью, и поэтому он вступал во все новые и новые отношения. И это породило в умах некоторых недалеких людей образ типичного тирана и развратника, коим царь никогда не был. Попробуйте вначале пожить той жизнью, что была ему уготована. Перенесите унижение, боль от потери ребенка и любимой жены, а затем проходите через это вновь и вновь. А вам еще и страной нужно править. А кругом войны, набеги крымского хана до татар. Да и свои при этом вас не щадят, а лишь смотрят из-под лобья, как бы урвать себе кусок послаще. Так что не судите, да не судимы будете. Ну а что касается того, как жилось на Руси женщинам и царицам, вы можете подробно узнать в нашем видео о том, как появились терема на Руси. Посмотрите, не пожалеете. Только сразу скажу, досмотрите до конца, потому что на многие вопросы, что у вас возникнут при просмотре, вы найдете ответ в самом выпуске. Ну а если не найдете, с удовольствием отвечу вам в комментариях.